С середины 20 века в Америке и во всем мире распространилась концепция мультикультурализма. Вместе с идеей о плодотворном существовании разных культур внутри страны изменился и образ американского иммигранта. На смену переселенцу, готовому отречься от своего прошлого, пришел человек, который ищет баланс между традициями старой и новой родины. Американская литература тонко отразила эту перемену. Начиная с 70-х годов, писатели-иммигранты стали говорить о проблемах самоопределения в новой стране. Открой Америку. Роман с американской мечтой. Литература иммигрантов, американская мечта и поиск новой идентичности. Первым масштабным высказыванием на эту тему стал крестный отец Марио Пьюза, американца итальянского происхождения. Сага о жизни Дона Корлеоне в подробностях описала центральный конфликт иммигрантской литературы. И если в Америке для всех есть место, то какое именно займешь ты? Какую роль играет происхождение в твоей новой американской жизни? В интервью с Ларри Кингом Пьюза рассказывал, что когда он задумал роман, он искал сюжет, который сможет заинтересовать как можно больше людей. Так и случилось. Роман стал хитом и продержался 67 недель на первой строчке списка бестселлеров The New York Times. А экранизация Фрэнсиса Форда Копполы, другого итало-американца, считается одной из величайших картин в истории американского кино. Главный герой романа, Вито Корлеоне, прошел путь от подростка, который пересек океан и поселился в чужой стране под чужим именем, до влиятельного дона мафии. Одновременно с упрямой верой в свои силы, так свойственной американскому характеру, в доне Корлеоне живет тоска по далекой любимой Италии. Боль изгнания, знакомую всем иммигрантам, Пьюза подчеркивает в сцене, где Конни Корлеоне выходит замуж. Все в традициях старой доброй Италии. Это не совсем по вкусу Конни, но она столько раз огорчала отца при выборе мужа, что на этот раз решила порадовать его, согласившись на свадьбу по-итальянски. Разрыв между старой и новой культурой часто проявляется в конфликте поколений, а в случае с литературой иммигрантов особенно. Эми Тан решила построить на этом конфликте свой дебютный роман «Клуб радости и удачи». Тан родилась в Сан-Франциско в семье китайских иммигрантов, но с иронией относилась ко всему китайскому, как и главная героиня романа Джун У. «Клуб радости и удачи» состоит из переплетенных историй монологов 8 героинь. Для 4 матерей, которые мыслят и живут по-китайски, все начинается на Востоке. Чтобы не терять связь с традициями, они создают клуб для игры в маджонг. В эту азартную игру со сложной системой расчетов играют в Китае уже 300 лет. Однако для 4 дочерей, родившихся в Америке, маджонг, тайчи и чайные церемонии – обрывки прошлого, которые мешают им встроиться в новый мир. Джун У говорит: «Я считала, что клуб радости и удачи – позорный китайский пережиток, вроде тайных сборищ Ку-Клукс-клана или боевых плясок индейцев под звуки там-тама на экранах телевизоров». Параллельно с конфликтом родителей и детей в романе развивается личная история самой Джун У. Вначале она узнает, что у ее матери в Китае остались дочери от первого брака, а в финале встречает своих китайских сестер и, наконец, находит выход из кризиса идентичности. Решение, по мнению Эми Тан, заключается в принятии иммигрантом обеих частей своей личности, обретении гармонии между старой и новой культурой. И теперь я, наконец, понимаю, какая часть во мне китайская. Это совершенно очевидно. Это моя семья. Это наша кровь. Еще острее проблема личной и культурной самоидентификации проявляется в творчестве современных еврейско-американских писателей. Ведь их история — это не только гибрид еврейских и американских ценностей, но и традиции тех стран, откуда еврейские иммигранты прибыли на американский континент. Идеальной иллюстрацией истории еврейского иммигранта в поисках своих корней стал дебютный роман Джонатана Сафрана Фойера «Полная иллюминация», основанный на реальных событиях. Главный герой романа отправляется в украинскую глубинку, чтобы найти маленький еврейский городок Трахимброд, где родился его дедушка. В романе параллельно развиваются 2 линии – невероятная эксцентричная история еврейского штетла Трахимброда и путешествие героя по Украине 90-х. Фойер выразительно описывает трудности, с которыми сталкивается герой-американец в попытке познакомиться со своей малой родиной. У людей, которые связаны с историей его семьи, другие ценности и другие мотивы, которые ему очень важно понять, чтобы найти самого себя. Несмотря на трудность этого пути, Фойер утверждает, что если у тебя есть хорошая мечта, необходимо последовать за ней.
Роман стал бестселлером, Лив Шрайбер снял неплохую экранизацию, а молодого автора удостоили премии «Национальная еврейская книга». Так «Возвращение к корням» стало для Фойера стартом успешной литературной карьеры, то есть в целом хорошей мечтой. Проголодались? Да. Надеюсь, я тоже смогу здесь поесть. В каком смысле? Я вегетарианец. Кто-кто? Я не ем мясо. Как можно мясо не есть? Просто не ем. Дед, он вообще никакого мяса не ест. Чего? No meat. Никакого мяса? Никакого. Steak? А отбивное? Нет. Chicken? А курицу? Нет. And what about Как the насчет sausage? колбасы? Нет. Я вообще не ем мясо. Дед, он говорит, что он мясо не ест. Даже колбасу. Да я же говорю. Он что, больной, что ли? What is wrong? А что с вами? Новые метафоры американской идентичности дополнили современную литературу Америки мнениями на тему того, что такое мечта и успех. И это мнение людей с разнообразным культурным и этническим происхождением. Писатели-иммигранты из стран Карибского бассейна, Мексики, Азии и многих других стран описывают свой путь к американской мечте через личные драмы и конфликты поколений, через разрыв с традициями и вновь обретенной культурой. Новыми сюжетами и новыми словами они рассказывают миру, как не потерять себя в стране, которая дает им возможность быть кем угодно.